Фаску нужно снимать не только для эстетических потребностей, но и чтобы не порезаться об острую кромку и придать больше совместимость деталей между собой. Для этого нужна специальная фреза. Вот такая. Это фреза для съемки фаски. Она отличается от зенкера и довольно сильно. Итак, мне нужно снять фаску у этой болванки со всех сторон. Как мне сделать это максимально быстро? Прежде всего, когда речь идет о съеме фаски, если вы это делаете, проектируете деталь в саппорт системе, речь идет о том, что фаска считается съем сверху. То есть фреза врезается сверху. Итак, что нужно сделать? Всего несколько вещей. Подвести фрезу к кромке детали. Примерно на глаз. Мне нужно снять фаску 1 мм. Я включаю станок. Острие смотрит в сторону от детали. И подвожу кромки, пока вот посыпалась стружка. И звук слышен. Можно услышать. Значит, мне нужно сделать так, чтобы я едва касался фрезой кромки. Это 0. Я обнуляю линейку, отвожу и выставляю на нужную глубину. Глубина мне нужна 1 мм. И теперь делаю проход. Фрезерование лучше попутное. То видно, что получилась довольно широкая полоса, 8 мм. Это потому что, как я уже говорил раньше, и саппорт программы правильно считать от заглубления сверху. Мне нужно обработать, таким образом я могу обработать 4 стороны, не меняя ничего в настройках станка. Просто беру деталь, переставляю в сторону. Таким образом я могу обработать за один установок станка 4 стороны. Я переворачиваю деталь, вставляю и повторяю еще 2 раза эту процедуру. Так у меня есть симметрично и повторяемые элементы фаски. Следующая часть, мне нужно снять фаску вокруг этих сторон. Я устанавливаю деталь, фиксирую. Обратите внимание, что чем выше стоит деталь и чем меньше точек соприкосновения, тем выше рычаг и опрокидывающий момент. Поэтому желательно деталь обезжиривать. И кроме обезжиривания, ее немножко сильнее затягивать, чтобы ее не провернуло давлением фрезы. Повторяю процедуру. Вставляю миллиметр.
проверяю затяжку. Потому что я иду сразу на полную глубину фрезеровки. Одна грань есть. Повторяю. Без особого давления. Итого у меня есть все стороны, кроме 4 вот этих маленьких граней. Теперь как поступить с остальными? Я могу закрепить деталь вот так и проводить фрезу вдоль этой небольшой стороны. Но есть риск, что при таком давлении, где же может быть не миллиметр, а 2 и 3 заглубления, деталь просто вырвет в сторону и будет испорчена поверхность. Поэтому я использую упор для тисков. Или если нет упора для тисков, то надо, значит, более продуманно крепить. Либо использовать шаблон в качестве ограничения стороны. Ставлю упор. Теперь у меня деталь ограничена с 3 сторон. Я могу уже подводить ее фрезу с этой стороны. Делаю то же самое. По звуку отлично можно ориентироваться. Это 0. Фрезеровка попутная. Теперь деталь более надежно закреплена, ее не вырвет. Сняты все стороны, но еще требуется небольшая доработка. Для нее нужна надфиль. Процедура состоит в том, что оставшиеся вершины, уголки аккуратно стачиваются, чтобы получился видимый вместо вершины видимый треугольник. Теперь деталь приобретает правильный вид. Снятые фаски на углах. Точно так же, как это выглядит на экране компьютера. На этом все.